Всем привет! Продолжаем искать последнего члена экипажа Горского, доктора Горского, так сказать. Ну и заодно уже исследовать планету, куда же без этого. Так, в общем, нам надо идти вот туда, где туман. И наш шмелечек без полосок, шмелечек без полосок. Где он тут, шмелечек? Сейчас туда нас поведет. Вот он. Висит с антенкой. Давай, шмелечек, веди нас. На меня светит собака такая, все засветил мне тут все, что можно. Интересно, она спросила в прошлый раз, сколько он может летать, этот ответил наш капитан, что он может летать намного дольше, чем мы. Ну, в смысле, функционировать может дольше, чем мы, люди. А у него я вижу движки. У него я вижу движки. Значит, у него должно быть какое-то горючее. Раз у него есть движки, значит, у него должно быть горючее. Значит, горючее должно храниться в каких-то емкостях. Значит, оно тратится. Логично. А значит, все-таки он имеет предел времени полета своего. Логично? Хоть он и сказал, что он летает дольше, чем мы можем. Мы можем существовать. Значит, лет на 100? Ему хватит летать лет на 100 функционированием. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Так, а что тут у нас? Опачки, пропасть. Хьюстон, у нас проблемы. The route determined by the algorithm goes over a chasm. I can repeat the command. No. I'll go around. Все нормально, нормально, нормально. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Он проложил маршрут. Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly? No. Где нет маршрута. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Have you started to fear for your position? Нормальный маршрутик проложил, конечно. Well, everything indicates that the clear distinction between humans and robots will soon disappear. And then what? Роботы начали строить роботов. Ну, в наше время уже это происходит. Well, if we assume that they'll surpass us, things will get complicated. Because in order to program a brain with computing power equal to that of a human, you need a brain with computing power higher than that of a human. Ergo, a man cannot make a machine smarter than a man. Then who else would design it? Self-learning algorithms? Some spontaneous process? Из хаоса создавать порядок. Chaos. Something inhuman. Это можно. Astrogator, can you hear that? Из хаоса создавать порядок, и это закон вселенной. Nothing. Silence. We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, then, he must be a long way from here. Dr. Gorski, are you here somewhere? Кусты. Мы до кустов добежали. Сейчас можно будет присесть в кустики. Во, кусты пошли, смотри. Она прям так идет по поверхности планеты и просто кричит: Горский, вы тут, Горский, где вы, Горский? These bushes are kind of weird. You better stay away, doctor. Как водоросли. Like a brief description. Just keep it. Да блин, я уже подошел. Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir. Как водоросли выглядят. So they look like pituitary, brush-like formations. Не подходите, говорит, не подходи. А я уже в кустах. С голым задом сижу. Так, дрончик. Этот как его? Шмелька. Пчелка. They're high, more or less. From 1 to several meters. Так, это высота была, подожди. Дайте вот высота. They can be singular, though in some locations they create a uniform thicket that covers the walls of the ravine in a rusty brush-like layer. А почему мы вот это вот скопление вот этих кустов, так сказать, в кавычках, до этого не встречали? Почему они только сейчас стали появляться?
Необитаемая зона была? Почему они только тут появились? They grow out of cracks in the bare rock. That's how it looks, to put it briefly. Would you also venture to guess their significance? Some function, purpose? Чё это? Пчелка там застрял. Защита энергии колония. Вообще без понятия. Все что угодно может быть. Функциональность этих кустов, да. Не знаю, давай колонии, допустим. Staying on the topic of biological analogies, these bushes remind me of corals in a purely visual category because they're far from marine organisms. So I would guess that these are colonial structures, perhaps rock-forming ones. However, their main structure has nothing to do with corals. No noticeable mesenchymal tissues, no nidocyst, матоцист or spirocyst. Мать, ты тут не умничай вообще, не все знают термины, которые ты используешь. Да, вот, кстати, да, вот, правильно тебя прервал. Ты, говорит, ты давай не умничай, мать, ты пальцем покажи. Фиг ли ты тут терминологией ты ругаешься вообще тут. Скажи по-нормальному. Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Ну, блин. Смотри, небо какое стало. Well, there's only one way to be certain. Небо стало It's your decision, sir. какое-то длинноватое. И какая-то пыль какая-то полетела, связь теряется. You may lose another crew member. Это точно. No. Не. Лезем I can't leave him. в пасть дьяволу. It's just I'm concerned. Ну или в ад, или в зад. Ну лезем. Блин, вот что такое падает? Смотри, вот что это? Это споры? Хотя она только что сказала, что она не видит никаких способов спорадальных там, сказала. The line's breaking up, but I understand. Ой! I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. Срань, не хватайте меня, слизи. Флэшбэк. Окей. Она пошла в кусты и флэшбэк пошел. Ага, это мы как летим. Это мы летим. Понятненько. Сверчок, стрекоза, что-то у них тут один насекомый. Модуль сверчок называется. 5, 6 членов, да. Только форчик могу смотреть. Да, включайте тормоза немножечко. Оба-на! Скидыщ. Вроде приземлились. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Ура. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good. Spine still in one place. No Позвоночник на месте. Not even shortness of breath. Да, шуткует, матушка твой. Позвоночник на месте. Так, ну-ка покажите, как мы там оказались на той поляне там. В непонятном состоянии. О! Смотри, тут первый модуль. Жук. Жук. Блин, смотри, у них реально все насекомые. Все насекомые. Сверчок, жук, смотри. Стрекоза. Почему у них все называется насекомыми? Это не второй, это первый. Это первый. Sir, something's wrong. What is it? The hatch is half open.
Did they report hydraulics failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew, Doctor. Right. I'm inside. And? How is it? For now, we have to assume that we are left with only one lander. Is it that bad? You don't need to be a technician to see that Beetle's lost its buzz. That's unfortunate. I'm taking Hopper out of here. I'll send it directly to the camp as soon as we find a suitable landing zone. We've gotten out of worse than this. Equipment breaks from time to time, that's normal. But now, Go ahead. What's bothering you? this lack of communication. It takes too long. Especially considering there's a cyberneticist amongst them. Yes. It worries me too. Ну чё, смотреть-то дайте мне что-нибудь. Нет? Можно я что-то смотрю? Или вообще ничего нельзя смотреть? Не так много болтают, что даже не дают мне ставить свое слово. Дайте мне слово. Чё, я ничего тут не могу поюзать, что ли? Ну, блин. Ну, печалька, ну а что делать? Небо какое-то прям зелененькое все какое-то. Цвет морской волны, кстати, такой прям морское, как морская вода. Погода хорошая. Погода это хорошо, когда хорошая погода. Вот, ясно, уже задышала, значит все хорошо. Ты устала, что ли? Бежишь, как интересно. Вау! А вы говорите, воды мало. Ни хрена тут сколько воды. Да тут океаны, ёпте. Well, nothing really. В смысле At ничего least not the нового? last 5 seconds, huh? Right. Thank you. Ты посмотри, красота-то какая. Воды пить не перепить. Размножаться не переразмножаться. Охренеть. Damn, you were right, Cobble. It's beautiful here. Да уж, beautiful. Вот это, кстати, дорожка интересная такая. Что такое? Прям как какой-то Млечный Путь. Прям. Что это такое? Что это за... Даже не понятно, это облака такие, что ли? Формы дороги. Куда идти-то хоть? Так, налево, направо. Блин, разделений столько. Мусор. I stopped for a break. Так, How do you know? так, так, Are так, there так. any signs of the crew? Кто-то курил. I found a cigarette butt and a pack. Someone was smoking here, So, they didn't give a damn about the regulations. disrupting the ecosystem. Да какая That's not экосистема? the Мне point. интересно, как I они вообще-то understand you want to курили. minimize the effects of our interference here, Doctor. But the mission's safety is at stake. I don't think I have to explain to you the dangers of igniting a dusty atmosphere. Preserving the integrity of Regis III's already extinct ecosystem is not a priority in this scenario. Negligible, actually. Как они вообще без скафандра курили? That's true. It's just, apart from keeping our crew safe, I also have academic concerns. That's completely understandable, Doctor. However, we must focus on the mission. It has the highest priority, always. Forgive me, but such thinking is an anti-example of the galactocentric code. We should explore other worlds, while keeping our own interference to a minimum, whether in the solar system, in the far reaches of the Milky Way, or in a completely different galaxy. Now, I've heard a thing or two about galactocentrism. Do not meddle in other non-human matters. Seize the void, but do not attack that which has developed its own equilibrium over millions of years. Do not consider anything other than human as either better or worse. It all sounds beautiful, Doctor. But no one will be satisfied with a void, or someone else's well-being. In my opinion, this is an idealized doctrine of scientists, who spend most of their lives idly gazing at the sky.
Like me? Not at all. You are actively involved in space exploration, Doctor. Возьмешь с собой? А баночки? Ну подбери мусор, ты что-то. Нет, а мне главное, вот они сейчас обсуждали, диалог у них был по поводу того, что как они, ну кто курил, они, члены экипажа нашего, как они, типа, посмели на чужой планете, тут экосистема, там, туда-сюда, мусор тут разводить. Вообще не должны вмешиваться во все это. У меня вопрос больше не в этом состоит. Ну, мусор, конечно, это одно, ладно. Мне просто чисто физически интересно, как они кутили на чужой планете. То есть это же, блин, надо как-то скафандр снять тогда. Как это вообще возможно? Причем же сказали вначале, что скафандр снимать нельзя, иначе, блин, долбанет такое сочетание атмосферы, долбанет в мозг так, что мало не покажется. Они берут еще и курят. Yes, yes. I just need a moment to think. As soon as you find something, I'll report it. No worries, sir. Ситуация, конечно, интересная. Can you please confirm that I'm on the correct route? yes, I confirm. This raid will reach the camp within an hour. Какой-то долгий у нас флешбэк получается. Чешем. Пока чешем, да, пока и силы чешем. Силы кончатся, чесать перестанем. Не по кругу иду. Я вам сказал, что нормально идем. Нормально. Верным курсом идем, товарищи. Хотя тут, конечно, верный курс все относительно. Что-то в ушах мне звенит. Смотри, какой ровный какой. О, водичка. Такой ровный, прямо какие скалы. Как прям какие-то сооружения. Стена как будет какая-то. Водичка. Зелененькая. Да, можно да, ноги помыть. Которых, кстати, у нас нет. У нас есть только руки, а ног у нас нету. Ну, астрогаторы, честно взять. Они ж не астронавты. Астрогаторам многие не нужны. О, смотри, колючки пошли. То есть она видела эти колючки? Она видела эти уже колючки? Artificial plants? Is spontaneous growth possible with this type of structure? I've never seen anything like this. I wish I had time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. I promise. То есть, если мы сейчас во флешбеке, и нам показывают то, что мы уже случалось с нами, а до того до реального времени, где мы сейчас там идем за поиском доктора, то есть она эти уже колючки видела. А почему же тогда она в прошлый раз, увидев эти колючки, так удивилась, говорит, вау, что это, форма жизни какая-то. Сейчас она удивилась, и, ну сейчас она, ладно, в первый раз встретила. Почему тогда она удивилась, первый раз встретив? О, только не в скафандр. И вот меня вырубила. О, психоделика. Ой, сейчас что-то будет. Тошнит девочку. Залетела что? Скидыш, сердечко забилось. Так, туда не пускает. Ладно, идем. Тихим сапом. Сейчас мы очухнемся на том месте, где мы очухивались. Да? Нет? Что-то ее резко затошнило. Это нехорошо. Ой, смотри. Опаньки. Сломала. Все. Вырубила нашу, ясно? Мне до сих пор ничего не ясно. Бздынь. Дал что делать?
Экосистему, говорит, не ломайте, говорит, планеты. То есть там банки выкинули, это нормально. А ломать вот эти непонятные конструкции там ненормально, а ломать конструкции нормально, да? Ладно. Интересно, у вас правило, ребят. То есть там нельзя, а это можно? Что там? Что-то было. А, небо. Are you there? Over. I guess that's a no. Понятно. Связь пропала. I'm back. О, Is everything вернулся, alright? что ли? Молодец. Где был? Yes, А ты all ходил? good. They're already in the infirmary on life support. You found them in time. How about their reactions? Have they regained consciousness? I mean, maybe one of them said something. Unfortunately, they're still unresponsive. I'll let you know if anything changes. I'm doing an EEG on them right now. Короче, они в овощи превратились. Наша команда. А мы ничего, мы пока держимся. Мы крепкие женщины. Одна женщина умерла, правда. Мужики в овощи превратились. А, мужики слабаки. А наша ясно, молодец, тащит. Немножко потошнило ее, но... И все на этом. Любопытно, и что? Местность? Guess I know where Gorska was going. О, смотри, тросик нашли. Отлично, отлично. По I следам Горского. confirm, Gorski was here. По следам Горского идем. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way. Why hasn't he yet? Going down after him. Tell me one more thing. What did you do with Koval? I put him in the infirmary, on a drip. Is he still calmer than Dr. Krauter? Опачки! Just a report. Да чуть не обкакалась девочка-то. Хрена там падать, там еще падать и падать. Isn't that good? Not at all. What do you mean? I'm stuck. I'm stuck. I'm hanging with all my Jafar, weight I'm on the rope, stuck. away from the wall. There's still a fair few meters left to the ground. Can you go back? Using just my hands, strapped with all this extra Слабая, weight. слабая, не No, затащит. not a chance. Надо пчелку звать. What if you sway? Куда? Пчелка, че висишь-то? Давай помогай. Будем сейчас раскачку туды-сюды. No good. Ну давай, амплитуду-то раскачивай, мать, ногами туда-сюда. Ты че физику не знал? Any Что? other ideas? Прыгни. I can just jump off. Куда? Safe? Вниз? Серьезно? I think it is. Ты серьезно, мать? You think? You shouldn't base your safety on assumptions. Do I have another choice? I can't grow wings, can I? Are you having a hard time keeping your position? I'm hanging limp. Right, let's take a moment to think it through. I'm thinking, if Gorski went down this way and didn't break anything, Yeah, we don't know that, Yasna. He could keep going even with injuries. all right, so do you have another idea? Oh, will I be hanging like this until the end of time itself? There is a certain possibility. Пускай он rather наш uncertain, раскачает. but maybe it's worth trying. Пчелка раскачает I'm нас. listening. Can you No. see the probe? У него же движки есть. Ну, Yes. It's flying near me. Good. If I instructed it to fly as close as possible to you, you could grab onto it. You sure it will hold me? That I cannot guarantee. All right, let's give it a try. I'm entering the instruction. You must guide me. какие-то странные астронавты, неподготовленные ни к чему вообще. 1 meter forward.
It's still too far. I'll try 1 more meter then. О, нормально, нормально, нормально. Что она как сосиска висит дохлая. Хватайся. Уф. Is the maneuver complete? Я как Мэри Поппинс. You could say so. I fell from Нормально. great height. It was a soft landing, though. Нормально. Ну, кстати, не так уж и высоко было, если что. На то посмотреть, как-то странно там как-то висит. Веревка висит, потом промежуток, и потом висит замок, на котором она висела. Что-то как-то, да? Какая-то глюка. Это глюка какая-то текстурная, или это так у них задумки такие нанотехнологии, которые нам недоступны? Странно как-то там у них все это. Ну ладно. Можно справа, можно слева. Ой, какой тут красота. We had our last contact with Regis a few minutes after noon. Even then, Dr. Gorski was walking alone. Damn. Вау. This place is amazing. Да, place It's is all made up of amazing, these согласен. structures. Except they don't look like creations of nature anymore. Maybe that's why Dr. Gorski, not to mention the Alliance. Well, if we're looking for something on this planet, this could be it. These structures form entire multi-story complexes. They look like a city. Are you saying that... No. There's no point in jumping to conclusions yet. Left or right? Да пофиг куда. Давай посмотрим, что там. Флаг. Опа, Горский поставил флаг. Был здесь уже, смотри. Горский был. Ах ты ж, сукин сын, Горский. set up the flags. Sir, he kept going, despite the lack of communication with the rest. Вот Горский You'd have to see it дает. with your own eyes, sir. This place. Gorski may have lost himself in his discovery. Are you joking, Doctor? Lost? Are you receiving a signal? What signal? From Dr. Gorski. No, none. Why are you asking? He tried to open up a connection, set up a transmitter. There's nothing on the comms, but I'll check the record history. Please give me a moment. Ну, что скажешь? Дайте, говорит, мне минуточку. Так, ну давай туда посмотрим. The height of the entire complex is over 100 meters, even 150. And all made of this metal? To a significant degree. If something were to live here, Yes? it would have to be very small, like insects. On the other hand, there's no flora around to support such organisms. Have you chosen where to go? I'm still wondering. There's no time to hesitate, Doctor. А чё, куда We я need to должен take что-то decisive выбрать? action. Пропасть, проход. Определитесь, говорит доктор. То чё вы никак не определитесь-то? Надо определиться. А мне тут и разве есть выбор? Я кроме как этой дырки никуда не могу идти. All right. I'll squeeze through the passage. Вот. 2 more hours. Huh? That's all Gorski has left of oxygen, at best. And at worst? He's just finishing it up. Though it all depends on his activity. If I remember correctly, there is a risk of methane poisoning. That's right. According to Dr. Krauter, negative symptoms can appear after an hour. Maybe after a few hours. I think you'll find Gorski by then. Let's hope so. These constructions don't have a clear division into functions. They're huge, complicated,
and uniform at the same time. Do you have any idea where all this could have come from? I'm aware without tests you can't do much. But let's say on first inspection. It's hard for me to imagine that any biological forms could survive here. The interiors of these structures are filled to the brim with wires and rods. So maybe this metal builds up somehow, by itself. Oh. You've already said something similar before. Just after landing, when you found those bushes. Yes, right. I can't tell if any of this could be part of a machine. Really wish we found Gorski already. Still everywhere? Yep, wherever I look. Ah, I see the probe. Has it found anything? It's not making any measurements at the moment. Oh, why? The overload protection is activated. Until I do a reset, it's on manual control. Is it because of my flight? It's possible, but please don't worry about it. What matters is that you're fine. All right, sir. I see you have it under control. Good luck. Yes, thank you. It's a bit like Pando. What? Oh, yeah, what you're talking about, Doctor. A colony of populous tremoloids. American aspen. The new trees grow not from seeds, but from rootsuckers of old trees. As a result, it's one giant organism, thousands of years old. So you're in a dead metal forest? Huh, that does sound bizarre. So maybe. Doctor, something has been recorded after all. But there are plenty of errors in the transmission header. It's hard to say whether this is a message from Gorski. Well then, sir, play it. Maybe we'll finally find out what's going on with the doctor. Let's hope so. Gorski to base. I repeat, this is Gorski. Base, come in. No doubt. Well, let's keep listening. But as soon as you report anything, Doctor, I'll stop the recording. Bugger. No confirmation again. I report. I've made an amazing discovery. Geometric structures that... a thicket of bushy, pointed rods and slats. Mostly iron, but not only. Molybdenum, carbon, tungsten. All together similar to a giant integrated circuit. A million swarm of tangled cables. Not a trace of electric current, polarity, not even residual magnetism. Maybe once upon a time, centuries ago, petawatts or exawatts of power flowed this way. To compare with something, it's probably a machine. Some kind of information collective structure. Maybe it was some kind of electronic brain. It makes me think of the Lyrans. A race of extinct sentient beings. Supposedly, they knew about light astrogation before we invented the wheel. They had to save themselves from the explosion of Nova. They sent ships. The remains of those ships have been found, ashed to a chip glued together. I've seen hypothetical schematics. The structures here remind me of those. Okay, moving on. Readings. Well, that's it. What follows is just a humming noise. Any thoughts, Doctor? So far, it all leads to one conclusion. This is not a place for a man. Nor for any humanoids. Then who is it for? Maybe it's really an alien technology. Those Lyrans. As far as I know, all information about the Lyran civilization is just guesswork. Many consider Lyrans to be just a myth, so I wouldn't take it too seriously. Well, I think there might be something to it.
By the way, you were right, Doctor. Gorski did lose himself in his discovery, in spite of everything. Блин, как же они много болтают, просто бесконечно разговаривают. Мне просто даже некогда не то, что говорить, мне даже некогда идти, потому что я постоянно только делаю, что читаю, о чем они говорят. То есть у меня постоянно идет чтение сабов. Такая болтовня у них нон-стоповская. Прям говорят. Прям бесконечный разговор, бесконечный. Как будто прям вот как книгу читает. Вот прям вот ни одной минутки, блин, паузы нету. I can see the relay up close. Looks broken. This is starting to look like a deliberate diversion to me. You may be right. The question is, who's behind all these disruptive activities? That I don't know, sir. Так, еда и... А, прибор этот, который... Бинокль. Короче, бинокль и еда, да, пакетики. Не, ну это опачки, конечно. Куда мне идти? И это прям еще какие опачки. Так, сюда нет. А, нет, подожди. А, это наверх. Так, нет, сюда вниз. Там я была, говорит, уже? А когда ты там успела быть-то, мать? Ты там не была, не надо мне тут свистеть. Я так понимаю, это просто другой пульт альтернативный. То есть я пошел туда, в дырочку, да? А там можно было куда-то еще пойти и там выйти, я так понимаю. Не, ну такая нормальная, да? Пришла с той стороны. Сюда типа пытаюсь идти. Она говорит, а я там уже была? Когда, мать, ты успела туда сходить? Хулиганка ты наша. Не, ну конструкция тут, конечно, впечатляет. Дура такая, прям нейтрон-батон. Целая планета практически как база. Или база с целую планету. Опачки. There are more traces. This time handprints. And a drop detector. What? Did I hear you right? Yes, sir. You heard correctly. I'm afraid we must be ready for any eventuality. Yeah, well, that doesn't mean we should assume the worst. I still believe you'll find him, Doctor. Наследили. Так, кстати, хорошо следы сохраняются. А дальше следов нет. Смотри, тут то есть, такие два следа от ноги, от руки, да, и все. И дальше следов нету. Интересно. Почему эти следы тогда сохранились, именно эти, а остальные следы стерлись? Что там этот шмелек-то наш починился? Если летает, значит починился. Оборудование. I found something. Again. I'm listening. Все то же самое. I suspect Gorski might have damaged his suit. If the tear doesn't exceed 20 millimeters, the reactive polymer layers will self-seal. That's true. Nevertheless, it looks worse and worse. I found more of his gear. Back in the camp, you reported Merritt's abandoned things. A backpack and a journal, yes. This scene looks disturbingly similar. Два маяка валяются. Приборчик, это детектор цели и вот это, я не знаю, что за батарейки. И вот эти вот, это маячки. No one of sound mind would decide to go down this way. And yet Gorski... Да, никто бы здесь не осмелился, но Горский, говорит, Горский, гор не пойдет, он прям горы спустится на попе. А чем ему терять Горскому? Так, блин, очень офигенно интересное место, давай я здесь закончу. Прям вах, мне тут прям радует эта вся ботва. Ну-ка, что тут нам покажет наш сканер? Вау, ну да, тут прям реально такой прям город практически из этих конструкций. Все в этих конструкциях. Причем только странно, что внизу нет их. То есть они все на поверхности почему-то. А внизу ничего нет, смотри, сканер показывает, что внизу есть эти конструкции. Странновато немножко. Как-то странно, действительно.
прошлый раз были, а сейчас их нет. Так, в общем, на этом месте я, да? Как всегда. Как всегда, да-да-да. Конструкция как будто металл изъеденный. Изъеденный какой-то прям кислотой, ржавчиной, чем-то. То есть вот реально берешь вот какой-то стальной какой-то там, не знаю, кусок металла, да, и постепенно со временем его съедает или ржавчиной, или каким-то там сильным веществом. То есть жрет, и появляется вот такая вот конструкция, которую мы видим. Изъедена чем-то со временем. Каким-то веществом. И со временем постепенно это все съедается такое. Превращается в такую вот кераборину. Ладно, в общем, зашибись, как интересно. Но надо тут тормознуть. В общем, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Комментируйте, лайкайте. Всем пока.